Война с Ираном продлится еще 3 недели. Так обещают Цахал и чиновники Белого дома. Трамп требует от Муджтаба Хаминеи сдаться, но при этом не уверен, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана. Бывший главный трампист Такер Карлсон может стать иноагентом за интервью с Пезешкианом. Блогер говорит, что это месть Трампа. Иранские футболистки отказываются от убежища в Австралии и возвращаются домой после угроз и шантажа режима. В Париже переговоры с США и Китая. Официально об окончании торговой войны Вашингтона и Пекина. Но после атак на Иран никто не понимает, о чем говорить. В Казахстане референдум, меняют Конституцию. Во Франции выборы членов местных советов и мэров. А политический накал, как на выборах президента. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Центральное командование США опубликовало видео новых ударов по территории Ирана. Какие цели были поражены, где и когда наносились эти удары, не уточняется. Израильская армия заявила, что нанесла удар по главному исследовательскому центру Иранского космического агентства и заводу по производству систем противовоздушной обороны. В опубликованном в соцсети X сообщении говорится, что центр включал стратегические лаборатории, где проводились исследования, в том числе разработки военных спутников, системы разведки и координации огневых ударов по целям на Ближнем Востоке. По данным израильских военных, также были атакованы несколько предприятий по производству систем ПВО, включая ключевой завод. Также израильские военные опубликовали видеозаписи ударов, на которых, по их утверждению, был нанесен удар по пусковой установке беспилотных летательных аппаратов на западе Ирана. Военные заявили, что операцию провели ВВС Израиля, целью которой был объект, описанный как часть инфраструктуры иранских операций с использованием беспилотников. В нескольких местах центрального Израиля в воскресенье утром зафиксированы падения боеприпасов. Сотрудники экстренных служб сообщили о 2 пострадавших, которым потребовалась помощь. Полиция занимается несколькими местами падения боеприпасов в районе Тель-Авива, заявил представитель полиции, добавив, что сотрудники и специалисты по разминированию в настоящее время работают над изоляцией и обезвреживанием мест падения. На данном этапе погибших нет. Ранее армия обороны Израиля сообщила, что выявила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении Израиля. Жители иранского города Исфахан сообщают, что в воскресенье утром город был поражен мощной бомбой. Видео, снятое очевидцами, показывает густые столбы дыма над городом в центральной части Ирана. Иранские государственные СМИ заявили, что несколько точек в Исфахане были атакованы ракетами с американских и израильских истребителей. Как живет Тегеран спустя 14 дней бомбардировок? На улицах стало заметно меньше людей и автомобилей. Появилась новая военная агитация и портреты нового верховного лидера Муджтаба Хаминеи. Многие жители города стали избегать кварталов, где расположены государственные здания и военные объекты, а владельцы магазинов и ресторанов отмечают, что посетителей стало заметно меньше. Сказывается почти 3-месячная остановка работы многих предприятий. Они наносят удары по нам, мы наносим удары по ним. В конечном счете это война. Мы пережили 8-летнюю войну с Ираком и навязанную 12-дневную войну с Америкой и Израилем, и эта война тоже в конечном итоге закончится. Иран – победитель. Иран всегда победитель. Ситуация неблагоприятная, но обе стороны, похоже, проверяют друг друга на прочность. Запад и Иран. Я надеюсь, что они быстро придут к соглашению, потому что люди находятся под давлением. Предприятия закрыты уже месяц-два, и никто не получает дохода. На улицах стало немного тише. Из-за войны и связанной с ней ситуации дела обстоят несколько сложнее, и настроение у людей немного подавленное. Люди почти перестали выходить на улицу. На улицах не так многолюдно. В целом настроение несколько мрачное. В условиях военного времени передвигаться по городу стало довольно сложно. Семьи обеспокоены. Некоторые люди больше не живут в своих домах, они покинули их и уехали из города. Ситуация с работой неблагоприятная. В каком-то смысле у нас практически нет работы вообще. Мы работаем в ресторане, но у нас практически нет продаж и нет клиентов. Да, в целом ситуация немного ухудшилась. Есть некоторая тревога и беспокойство, но в основном мы надеемся, что эта война закончится. И закончится благополучно. Каждый день мы боимся. Каждый день мы приходим на работу со страхом, и когда хотим попрощаться с родителями, мы крепко обнимаем их, потому что есть вероятность, что мы можем и не вернуться. Из-за недавних проблем, связанных с войной, количество наших клиентов сравнительно уменьшилось. Но даже несмотря на это, у нас по-прежнему больше работы, чем в других местах. Я был здесь и во время 12-дневной войны в 2025 году. Но все мои друзья уехали из города. Моя семья, моя жена, все уехали. Я остался здесь. Они звонили мне и спрашивали: «Ты не боишься?»
Я отвечал: нет, чего мне бояться. Мы просто делаем свою работу, а они наносят удары. Но если присмотреться, они не целятся в жилые районы. Куда бы я ни ходил и где бы ни был нанесен удар, я видел военные объекты. Мы все равно не приближаемся к таким местам, держимся от них на расстоянии. Бизнес и средства к существованию сильно пострадали. Многие заведения закрылись, и люди уехали в небольшие города. На улицах во время ночей Гадра было гораздо больше людей, чем в предыдущие годы. Люди, те, кто поддерживает систему, выходят на улицы, несмотря ни на что, будь то снег, дождь или что-либо еще. В этом и заключается отличие Рамадана в этом году. В этих условиях количество клиентов значительно сократилось. Ведь многие компании и офисы закрылись и покинули город. Клиентов стало намного меньше, в том числе и в частных домах. В любом случае, у нас много отмен заказов. По сравнению с предыдущими годами, люди выстраивались здесь в очередь. Но в этом году из-за военной ситуации и общих условий количество клиентов резко сократилось. Президент Дональд Трамп заявил, что Иран должен сдаться, чтобы прекратить войну, и добавил, что слышал о возможной смерти нового верховного лидера страны. Слышал, что он уже не жив, а если жив, должен поступить очень разумно ради своей страны и сдаться, сказал Трамп о Моджтабе Хаминеи в интервью NBC News. Он признался, что не уверен в том, жив ли иранский лидер. «Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать», — отметил президент. Трамп также сообщил, что Иран ищет переговоров. Однако он пока не готов заключать сделку. «Иран хочет договориться, но я не хочу, потому что условия пока недостаточно хорошие», — сказал он. Один из высокопоставленных израильских источников в правительстве сообщил Fox News, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи не в состоянии полноценно функционировать и получил травмы. По его словам, Хаминеи окружен персоналом корпуса стражей исламской революции КСИР, который управляет его действиями. Израильская разведка пытается установить степень полученных им повреждений. Иран пока не подтверждал состояние Хаминеи. Новый лидер не появлялся публично с момента вступления в должность после смерти отца Аятоллы Али Хаминеи. Сообщается, что травмы были получены во время первых ударов операции «Эпическая ярость», того же налета, в котором погиб его отец. В четверг Хаминеи опубликовал первое письменное заявление, в котором предположил возможность открытия новых фронтов конфликта. Эксперты полагают, что текст мог быть подготовлен сотрудниками КСИР. Согласно данным разведки США, доведенным до президента Трампа и узкого круга его окружения, покойный верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи сомневался в способности своего сына, Моджтаба Хаминеи, 56 лет, занять его место. Разведка указывала, что Хаминеи воспринимал сына как недостаточно умного и неподготовленного для руководства страной, а также с рядом личных проблем, сообщили CBS News несколько источников, знакомых с ситуацией. В частных беседах Трамп, по словам близких к нему людей, заявил, что не уверен в значимости этой информации о Моджтабе Хаминеи. Он считает, что в настоящее время Иран фактически лишен лидера. Моджтаба может быть мертв, а решения принимаются корпусом стражей исламской революции. Такер Карлсон заявил о планах ЦРУ признать его иноагентом в Соединенных Штатах. Блогер сообщил, что ЦРУ формирует против него отчет на основании того, что до начала атаки США на Иран он общался с людьми на территории Исламской Республики. ЦРУ готовит какой-то уголовный доклад против меня, жалобу в Министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я якобы совершил. Какое это преступление? Ну, разговоры с людьми в Иране до войны. Они читают мои сообщения. Так что рассматриваемое преступление, по-видимому, подпадает под закон о зарубежных агентах или что-то вроде того, действия в качестве агента иностранной державы. И я не ожидаю, что это приведет к чему-либо. Я особо не беспокоюсь о реальном уголовном деле против меня по ряду причин. Во-первых, я не агент иностранной державы. В отличие от многих людей, комментирующих политику США и мировые события, у меня есть только одна лояльность — Соединенные Штаты, и я никогда не действовал против них. Их интересы — единственные, которые меня волнуют, потому что я отсюда и у меня много детей. Так что это не проблема. Я также никогда не получал деньги от кого-либо. Не нужно, не хочу, и это доказуемо. Более того, моя работа — говорить со всеми и всегда пытаться понять, что происходит в мире. Это буквально моя профессия, и я не собираюсь прекращать это делать, да и не должен, как мне кажется. Я также американец. Могу говорить с кем угодно. У меня нет секретов, которые нужно раскрывать. Так что с юридической точки зрения это дело абсурдное, и я сомневаюсь, что оно вообще станет делом. Я упоминаю это по нескольким причинам, и они довольно очевидны. Во-первых, страны склонны становиться более авторитарными во время войны. Такова природа войны. Люди умирают, ставки высоки.
Эмоции людей достигают очень высокого уровня кульминации. Поэтому в родной стране становится намного меньше терпимости к любому виду инакомыслия. Ирония, конечно, в том, что Соединенные Штаты ведут войны ради свободы, но во время войны у нас в стране свободы всегда меньше. Это широко признанное явление, и, вероятно, сейчас оно также проявится. В последние месяцы взгляды Такера Карлсона, прежде ярого трамписта, и президента Дональда Трампа начали резко расходиться. Когда-то высказывания в поддержку Трампа привели к увольнению Карлсона с канала Fox News, а сам канал выплатил $787 миллионов компенсации по искам против Карлсона. Теперь бывший журналист назвал президента абсолютно отвратительным и злым из-за начала военной операции против Ирана. Кроме того, журналист критиковал главу государства по другим вопросам. Делу Эпштейна, поддержке Украины и прочим. В ответ Трамп заявил, что Карлсон сбился с пути и исключил его из движения МАГА. Армия Израиля планирует как минимум еще 3 недели кампании против Ирана, заявил официальный представитель Цахал. «У нас впереди 1000 целей», сказал бригадный генерал Эфи Дефрин. «Мы готовы, координируясь с нашими союзниками из США, проводить операцию как минимум до еврейского праздника Пасхи, примерно 3 недели. А у нас есть более глубокие планы еще на 3 недели после этого. С начала кампании против Ирана 28 февраля израильские ВВС совершили около 400 волн ударов по западной и центральной части страны, сосредоточившись на разрушении инфраструктуры и ликвидации сотрудников подразделений огневой, оборонной и производственной сфер. По данным израильских официальных лиц, США и Израиль уже поразили 1000 целей с начала войны. Дефрин подчеркнул, что Цахал не работает по секундомеру или расписанию, а для достижения наших целей, добавив, что целью Израиля является серьезное ослабление иранского режима. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что правительство не планирует проводить прямые переговоры с Ливаном в ближайшие дни и не уведомляло Соединенные Штаты о критическом истощении запасов перехватчиков баллистических ракет. Можете ли вы подтвердить или прокомментировать сообщения, появившиеся в выходные, о том, что Израиль уведомил Соединенные Штаты о нехватке противоракетных комплексов? Это правда? И во-вторых, можете ли вы подтвердить сообщения о том, что Израиль и Ливан планируют провести прямые переговоры в ближайшие дни? И если да, то о чем они будут? На оба вопроса ответ «нет». Ранее газета «Хаарец» сообщала, что Израиль и Ливан якобы собираются провести прямые переговоры в ближайшее время. Издание «Семафор» также сообщило, что Израиль уведомил Вашингтон о низком уровне боеприпасов для противоракетной обороны. Вот это сообщение. Израиль вступил в текущую войну уже с ограниченным запасом перехватчиков, потраченных во время прошлогоднего конфликта с Ираном. Система противовоздушной обороны страны испытывает серьезные нагрузки из-за атак Ирана. CNN отмечала, что Иран стал использовать кассетные боеприпасы на своих ракетах, что может ускорить истощение запасов. По словам одного американского чиновника, США знали о низком уровне израильских перехватчиков еще несколько месяцев назад. Это было ожидаемо и прогнозируемо. Этот же источник подчеркнул для Семафор, что у США нет аналогичных проблем с собственными запасами перехватчиков. Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы попытаться вновь открыть Ормузский пролив, в том числе рассматривая такие варианты, как доставка в регион автономного оборудования для поиска и уничтожения мин, заявил министр энергетики Великобритании Эд Милибенд. В интервью телеканалу Sky News Милибенд также сказал, что деэскалация конфликта – лучший способ обеспечить возобновление работы пролива и что Великобритания продолжит сохранять санкции против России. Мы хотим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы добиться открытия пролива. И, как вы сказали, есть целый ряд мер, которые мы можем предпринять, включая автономное оборудование для поиска мин. И это то, что мы очевидно рассматриваем. Я, конечно, не буду строить предположения. В наших общих интересах возобновить работу пролива. Я также хочу сказать, что нам необходимо деэскалировать этот кризис, потому что лучший и наиболее действенный способ возобновить работу пролива — это положить конец этому конфликту. Но, безусловно, мы работаем над этим вместе с нашими партнерами. С точки зрения Великобритании, мы продолжаем сохранять санкции против России. Мы считаем невероятно важным послать четкий сигнал Путину по этим вопросам. Но в более широком смысле мы должны стремиться к прекращению этого конфликта, потому что его продолжение на протяжении недель и месяцев не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Россия представляет наибольшую физическую угрозу безопасности в Арктике. Заявление прозвучало после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло. Канада и 5 северных стран договорились углубить сотрудничество в сфере военного производства и других областях. Карни стремится к укреплению связей с Китаем, странами Ближнего Востока,
Индией и Европой, сокращая зависимость от Соединенных Штатов и продвигая торговую систему, ориентированную на страны среднего уровня. Это была хорошая рабочая встреча в кругу близких друзей. Я очень рад приветствовать премьер-министра Канады Марка Карни и иметь возможность объединить моих скандинавских соседей здесь, на встрече скандинавских стран и Канады. Мы считаем, что эти 6 стран не являются слабыми. Они сильны с точки зрения своих ценностей, своей решимости, и мы готовы продолжить обсуждение, с которым вы ознакомились в нашем сегодняшнем совместном заявлении. Я очень благодарна, должна сказать, за всю помощь, которую мы получили в Дании, в Гренландии и Дании. Мы столкнулись с совершенно неприемлемым давлением со стороны США и президента США. Жителям Гренландии было очень тяжело это пережить, и одна из причин, по которой мы смогли твердо стоять на очень общих ценностях, на необходимости уважать суверенные государства, на необходимости уважать право народа на самоопределение. Это наши добрые друзья в скандинавских странах, в Европе, а также партнеры за рубежом, особенно вы, Марк. Мы не участвуем в этой войне, мы ее не начинали, но она затрагивает всех нас. Поэтому я считаю, что здесь ясно прозвучал призыв к соблюдению международного права. Нас беспокоит продолжающаяся эскалация ситуации. Сохраняются опасения относительно того, как энергетическая ситуация в Персидском заливе повлияет на мировую экономику. Нам кажется, что план развития событий довольно неясен, и в этом опасность начала войн, они редко следуют сценарию. Учитывая морской и арктический характер наших потребностей в области безопасности, а также практические преимущества, скандинавские страны являются естественными партнерами для Канады. Самая большая угроза безопасности, угроза физической безопасности в Арктике — это Россия. Отрадно, возможно, давно назревшее, но все же отрадно, что НАТО сейчас все больше внимания уделяет безопасности в Арктике, и Arctic Sentry, очевидно, является тому подтверждением. Необходимо, нужно всесторонне развивать этот проект, и все мы, как вы слышите, подтверждаем свою приверженность этому. Пентагон назвал имена 6 военнослужащих ВВС США, погибших при крушении самолета-заправщика в Западном Ираке. Расследование причин катастрофы продолжается. Среди погибших 33-летний майор Джон Клинер из Оберна, штат Алабама, 31-летняя капитан Ариана Савино из Ковингтона, штат Вашингтон, 34-летний технический сержант Эшли Пруит из Бардстауна, штат Кентукки, 38-летний капитан Сет Ковал из Мурсвилла, штат Индиана, 30-летний капитан Кертис Ангст из Уилмингтона, штат Огайо, и 28-летний технический сержант Тайлер Симмонс из Коламбуса, штат Огайо. С их гибелью число американских военных, погибших в связи с войной с Ираном, выросло до 13 человек. Экипаж выполнял задачи по дозаправке самолетов в воздухе, операции, которые позволяют авиации дольше находиться в зоне боевых действий. Самолет KC-135 «Стратотанкер» разбился в четверг во время операции «Эпическая ярость». В инциденте участвовал еще один самолет, однако он благополучно приземлился. Пентагон подчеркнул, что катастрофа не была связана ни с огнем противника, ни с дружественным огнем. 4 участниц женской сборной Ирана по футболу отозвали свои заявления на убежище в Австралии. Решение они приняли после давления со стороны Тегерана. 2 футболисток, Мона Хамуди и Захра Сарбали, а также сотрудница команды Захра Мишкикар, прибыли в субботу в Малайзию и планируют вернуться в Тегеран. По информации CNN, еще одна спортсменка также отозвала свое заявление, связывая это с давлением иранских властей. Изначально 7 членов сборной, 6 футболисток и 1 сотрудник команды поддержки получили визы беженцев после участия в женском азиатском кубке. Женщины боялись преследования в Иране после того, как отказались исполнять национальный гимн во время первого матча с Южной Кореей. Этот поступок вызвал резкую реакцию иранских исламистов. Ранее на этой неделе еще одна участница покинула Австралию. Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк сообщил, что игрокам несколько раз предлагали обсудить свои варианты, но они приняли решение в сложных обстоятельствах. Турнир начался сразу после авиаударов СРА и Израиля по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаминеи. Сборная Ирана выбывала из турнира в прошлое воскресенье. В воскресенье по всей Индии вспыхнули протесты, жители и региональные политические партии организовали митинги и перекрыли дороги в различных городах, ссылаясь на острую нехватку сжиженного газа, усугубленную продолжающейся войной
США и Израиля с Ираном. Протесты проходят на фоне самого серьезного газового кризиса в Индии за последние десятилетия, когда правительство сокращает поставки газа для промышленности, чтобы защитить домохозяйства от нехватки газа для приготовления пищи. С тех пор, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали бомбардировки Ирана, Тегеран остановил движение через Ормузский пролив нефтяных и газовых танкеров. В субботу представитель Министерства иностранных дел Индии заявил, что страна запросила безопасный проход для 22 своих судов, застрявших к западу от Ормузского пролива, после того, как Иран разрешил нескольким индийским судам пройти через пролив, сделав редкое исключение. Правительство Шри-Ланки объявило о немедленном введении нормирования топлива, чтобы сохранить запасы на фоне роста цен и перебоев поставок из-за войны на Ближнем Востоке. По новым правилам, легковые автомобили и трехколесные такси смогут получать не более 15 литров топлива, автобусы – до 60 литров, грузовики – до 200 литров по еженедельной квоте. Власти также вновь задействовали систему QR-кодов, введенную во время экономического кризиса 2022 года, чтобы предотвратить незаконную закупку больших объемов топлива. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Дисанаяке ранее сообщил парламенту, запасов топлива в стране хватит примерно на 33 дня. В Таиланде водители и дальнобойщики столкнулись с нехваткой топлива. Из-за ажиотажного спроса на заправках начали заканчиваться запасы, прежде всего дизельного топлива. В начале марта власти Таиланда на 15 дней заморозили цену на дизель, и срок этой меры истекает с 16 марта. Грузовикам разрешают заправляться не более чем на 5000 батов, а канистры ограничили объемом 50 литров. Правительство заявляет, что решение о новой цене топлива будет принято после окончания моратория на повышение цен. Высокопоставленные экономические представители США и Китая в воскресенье прибыли в Париж для нового раунда переговоров, призванных устранить разногласия в торговом перемирии и подготовить почву для визита президента США Дональда Трампа в Пекин в конце марта, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры возглавляют министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Государственного совета Китая Хэли Фэн. Ожидается, что стороны обсудят изменения американских тарифов, поставки в США китайских редкоземельных минералов и магнитов, экспортные ограничения США на высокие технологии, а также закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Встреча проходит в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. Китай не входит в эту организацию, объединяющую 38 преимущественно развитых демократий, и рассматривает себя как развивающуюся страну. К переговорам также присоединится торговый представитель США Джеймисон Грир. Они продолжают серию встреч в европейских городах, начатую в прошлом году с целью снизить напряженность, угрожавшую почти полным разрывом отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Аналитики по американо-китайской торговле считают, что из-за ограниченного времени на подготовку и из-за того, что внимание Вашингтона сосредоточено на войне США и Израиля с Ираном, вероятность крупного прорыва, как в Париже, так и на предстоящем саммите в Пекине, остается невысокой. 15 марта в Казахстане прошел референдум по принятию новой конституции, подготовленной за 22 дня. Документ затрагивает 84% статей. Главные изменения касаются парламента. Двухпалатный парламент заменяется однопалатным курултаем из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Полномочия парламента сокращены, он лишается права назначать ключевых чиновников, включая судей и генпрокурора. Президент может распустить курултай при отказе утвердить кандидатуры вице-президента, премьера или спикера. Появляется Народный совет Халык-Кенеси из 164 членов, назначаемых президентом, с правом законодательной инициативы. Возвращается пост вице-президента, которому передаются полномочия президента при болезни или отречении. Президент должен быть старше 40 лет, с 5-летним опытом госслужбы, избирается на 7-летний срок без переизбрания. Конституция запрещает иностранное финансирование для партий и некоммерческих организаций, закрепляет брак как союз мужчины и женщины и отменяет приоритет международного права над национальным. Во Франции в воскресенье, 15 марта, проходит первый тур выборов местных советов и мэров городов. Последний крупный избирательный процесс перед президентскими выборами следующего года. Аналитики рассматривают результаты как индикатор настроения избирателей перед президентской кампанией. Эти местные выборы стали одними из самых напряженных за последнее время. В воскресенье французы выбрали более 500 000 советников мэрий, а также 34 тысячи мэров. Муниципальные советы и, соответственно, мэры городов избираются на 6 лет. В крупных городах, таких как Париж, избиратели также смогут голосовать за списки, формирующие состав городской мэрии, помимо мэрии своего округа.